Ну что же, сегодня мы начнем плести вот такую интересную сережку. Одна у меня уже готова, и вместе с вами мы сейчас сплетем вторую. Не будем тянуть, приступим к плетению. Сейчас обратите, пожалуйста, большое внимание, то что здесь сбоку я вам отдельно показываю схему, которую вы можете себе дополнительно скачать, если перейдете по ссылке в мой телеграм-канал. Также вы можете сделать просто скрин с экрана, если вам так удобнее, либо плетите вместе со мной. Ну что же, а мы начинаем. Для работы нам понадобятся нитки. Я решила плести из лавсана. У меня 132 номер, 130L. Плести я буду в одно сложение, то есть в одну нить. И подготавливаю также сразу инструменты. Нам понадобится два любых челнока, которые у вас сейчас свободны. Как видите, я еле смогла найти челноки, которые у меня сейчас не задействованы в работе. Далее нам понадобится также крючок. У меня 0,6 миллиметров. Зажигалка для того, чтобы опалять хвостики, и также нам понадобится небольшой шаблон, который вы можете сделать из обычного картона. Ширина шаблона у меня составляет 4 миллиметра. Начинаем работу. Нам понадобится всего лишь один челнок, потому что мы будем плести первый центральный мотив. Начинаем плетение так же, как обычно. Плетется у нас колечко по схеме 4 пико, 3 пико, 2 пико, 2 пико, 2 пико, 2 пико, 3 пико, 4. Как всегда, сверху я буду указывать вам количество узлов, и также большой буковкой П я буду отмечать именно декоративные пико, которые мы будем плести в работе. То есть все несложно, достаточно просто. Для начала я при плетении первого узелка прохожусь и буду вплетать хвостики в начале работы. Вплетаю примерно где-то в 2-3 узла. Вначале мы плетем 4 узла, далее у нас будет обычное пико. Как видите, оно отмечено именно маленькой буквой П. То есть оно у нас будет маленьким. Так, хвостик я отрезала. У меня здесь остается, видите, небольшой маленький хвостик, который я также опаляю зажигалкой, чтобы он зафиксировался. И прижимаю пальчиком. Смотрите, не обожгитесь, будьте осторожны. Далее так доплетаю 4 узла, делаю маленькое соединительное пико. Далее плету 3 узла. После этого нам понадобится наш волшебный шаблон, который мы будем подкладывать под нашу работу. Посмотрите внимательно, я подкладываю его под рабочую поверхность нити и выполняю плетение узла, прямой обратный. Все, далее шаблон у нас убирается и получается вот такое красивое декоративное пико. Плетем 2 узла, один у нас узел, кстати, уже сплетен. Далее мы снова подкладываем шаблон, выполняем то же самое действие, что и при плетении обычного пико, и у нас получается вот такое декоративное. Просто за счет того, что петелька у нас получается больше, и за счет этого работа у нас будет ажурной. Доплетаем еще 2 узла. Далее мы делаем обычное пико, соединительное. После этого плетем 2 узла и снова декоративное. Еще 2 узла и опять декоративное пико. После этого мы удаляем наш шаблон, плетем 3 узла. Далее у нас идет соединительное пико небольшое и 4 узла. После этого колечко мы можем затянуть. После этого мы продолжаем плетение точно так же, как если мы плели бы обычный пятилистник. То есть продолжаем без отступа. Работаем дальше по той же самой схеме, поэтому схему я не убираю сбоку. И покажу вам плетение второго кольца. Мы начинаем с плетения 4 узлов. Далее мы проходимся через соединительное пико и выполняем обычное соединение. После этого плетем 3 узла, подкладываем наш шаблон и выполняем
декоративное пико. Шаблон далеко не убирайте, потому что через 2 узла у нас будет еще одно декоративное пико. После этого мы плетем еще 2 узла, делаем обычное соединительное пико, снова 2 узла, опять декоративное пико, еще 2 узла и еще одно декоративное пико. Да, в этой работе нам придется очень активно поработать шаблоном. После этого плетем 3 узла, обычное соединительное пико небольшое и 4 узла, после этого работу затягиваем. Следующее плетение колечко я вам показывать не буду, потому что здесь оно будет идентично, что и второе кольцо. То есть третье и четвертое плетется по той же самой схеме. То есть вы должны сплести 4 кольца и соединить их между собой. Последнее, пятое колечко, я покажу вам отдельно плетение, потому что там все-таки есть свои нюансы и схема изменяется. Поэтому вернусь к вам, когда у меня будут готовы 4 кольца. Ну что же, плетение пятилистника я почти закончила. Нам осталось с вами сплести последнее колечко, которое будет у нас соединяться с предыдущим и также с первым кольцом. Схема его немножко меняется, поэтому обратите внимание, здесь я ее прописала. Плетем мы колечко по схеме 4 пико, 4 пико, 3 пико, 3 пико, 4 пико, 4. Для начала я немножко подворачиваю свою работу, чтобы мне было удобно и комфортнее работать. И, кстати, шаблон здесь можно будет отложить, он нам не понадобится. Начинаем мы плетение из 4 первых узлов. Далее выполняем соединение за предыдущее колечко. После этого плетем 4 узла. Плетем небольшое соединительное пико. Далее 3 узла. Еще одно пико, тоже небольшое. Далее 3 узла. После этого мы плетем еще одно пико и доплетаем кольцо по схеме 4 пико 4. Но обратите внимание, я плету 4 узла, а последние 4 узелка после соединительного пико мы должны будем сплести после того, как соединим нашу работу. Поэтому аккуратно подворачиваем нашу работу, кладем ее для того, чтобы соединить с нашим кольцом. Но при этом я последнее колечко переворачиваю не 1, а 2 раза. Я его перекручиваю, для того, чтобы соединение у меня вышло ровным. Выполняю соединение, как и обычно. И доплетаю еще 4 узла. После этого я расправляю колечко и его аккуратно затягиваю. Итак, у нас наше основание, точнее центр нашей работы готов. Теперь нам нужно оставить достаточно длинный хвостик, для того, чтобы было удобно заправить его в работу. Проходиться я буду очень просто. Я, в принципе, часто показываю то, как я заправляю хвостики. Но если вы хотите посмотреть, то, пожалуйста, я вам еще раз сейчас покажу. Я вдеваю нитку в иголку и буду сейчас ее заправлять. Заправлять очень просто. Хвостики мы соединяем наше первое кольцо и последнее, просто пройдясь через узелки. Достаточно сделать 2-3 стежка, и в принципе уже можно будет фиксировать хвостик. Хвостик я буду фиксировать так же, как и обычно, то есть я отрезаю, оставляю небольшую такую маленький хвостик, который можно будет опалить, и прячу его, прижимая пальцем. Получается достаточно невидимое соединение, только если, конечно, очень сильно присматриваться, тогда вы сможете его заметить в работе. Слишком длинный хвостик тоже нам не нужен, поэтому обрезайте его лучше, почти под корень. И далее опаляю зажигалкой. Все. Далее мы приступим к плетению уже 2 челноками, поэтому подготовьте, пожалуйста, второй челнок для работы.
Начинаем мы плетение с того, что связываем два хвостика нити между собой. Один хвостик мы сейчас будем вплетать в наше колечко, которое мы начнем плести, а второй у нас уйдет в дугу. Начинаем мы плетение с первого кольца по схеме 4 пико, 4 пико, 4 пико, 4. Довольно простое у нас кольцо, поэтому давайте начнем плетение. Кстати, далеко не убирайте шаблон, он нам сейчас понадобится. Так, плету в начале первых 4 узла. Здесь я буду уже прятать в 2 узелка хвостик. Спрятала. Теперь фиксирую. Продолжаю плетение до 4 узлов. И здесь нам нужно сделать боковое декоративное пико. Поэтому подкладываем шаблон к работе и делаем пико. Далее мы плетем еще 4 узла. И теперь нам понадобится наша ранее сплетенная работа. Мы ее будем подкладывать вот таким образом, чтобы у нас было выполнено соединение за первое пико, которое здесь есть на одном из колец. Именно соединительное пико. Аккуратно проходимся и выполняем соединение. Далее мы плетем еще 4 узла. После этого делаем уже соединительное пико и еще 4 узелка. Работу можно затянуть. Затягиваю прям работу до скрипа. Вот такое колечко у нас получилось. Далее мы переворачиваем и меняем челноки местами. И будем плести дугу, которая будет состоять из 3 пико, 3 пико, 1. При плетении мы также заправим хвостик, который у нас здесь остался. Я также буду заправлять в 2 узла. Этого вполне достаточно. Еще ни разу работа у меня не расползалась. Далее я опаляю хвостик и прижимаю пальчиком. Зафиксировали. Плетем, чтобы у нас получилось 3 узла. Далее мы делаем одно декоративное пико, поэтому подкладываем шаблон. Еще 3 узла. И следующее пико у нас будет просто соединительным, то есть маленькое. Вот так у вас должна выглядеть ваша дуга. Обязательно подтягиваем и снова меняем челноки местами. Теперь мы сплетем колечко без декоративных пико по схеме 4 пико, 4 пико, 4 пико, 4. Соединяться оно у нас будет в 2 местах. Для начала мы начинаем плетение с первых 4 узлов. После этого мы расправляем работу и выполняем соединение за первое кольцо, которое мы сплели. Выполнили. Дальше плетем еще 4 узла. И соединяемся уже с нашим первым мотивом за пико, который у нас находится посередине. После этого доплетаем еще 4 пико 4. Пико будет у нас соединительным.
Работу затягиваем. Затянули. Далее мы переворачиваем и меняем челноки местами. И будем плести дугу по схеме 1 пико, 3 пико, 3. Плетем вначале первый узел. Далее мы выполняем соединительное маленькое-маленькое пико. После этого плетем 3 узла. Подкладываем шаблон. По шаблону выполняем пико. И доплетаем еще 3 узла. Подтягиваем. Меняем челноки местами. И плетем последнее колечко в этом ряду, которое у нас будет плестись по схеме 4 пико, 4 пико, 4 пико, 4. Но одно из пико у нас будет боковое декоративным. Начинаем плетение с первых 4 узлов. Далее разворачиваем, чтобы нам было удобно выполнить соединение за предыдущее кольцо. Выполняем соединение. Плетем еще 4 узла. После этого выполняем соединение с элементом, который у нас был сплетен отдельно, с нашим пятилистником. Там у нас осталось 1/3 пико, вот за него как раз мы и будем присоединяться. Доплетаем колечко до конца, но при этом не забываем, что после 4 узлов, которые мы сейчас сплетем, мы должны выполнить декоративное пико, поэтому подложите, пожалуйста, шаблон, не забудьте. И доплетайте после этого еще 4 узла. Колечко затягиваем. Ну что же, центр у нас уже начинает вырисовываться работы, и теперь мы будем плести длинную дугу, которая будет окаймлять нашу работу, которая находится посерединке. Далее мы начинаем плетение дуги. Плетется она по схеме 4 пико, 3 пико, 3 пико, 3 пико, 4. Здесь будьте внимательны, я буду обязательно указывать, подписывать, где у вас декоративные пико, где у вас соединительные, но лучше, конечно, плести вместе со мной, чтобы не сделать ошибки. Ну что же, начинаем плетение с первых 4 узлов. Далее у нас первое пико будет соединительным. После этого плетем 3 узла. И здесь уже у нас будет пико декоративное. Подкладываем шаблон и делаем декоративное пико. После этого у нас снова 3 узла. И на этот раз пико у нас будет соединительным. То есть будет чередоваться. Далее еще 3 узла. И декоративное пико. Четыре узла, и дуга у нас будет готова. После того, как вы доплели, обязательно подтяните хорошенько дугу. После этого мы будем выполнять соединение за наше центральное пико соединительное. Вот здесь, посмотрите внимательно, где именно. Аккуратно подхватываю нашу нитку и выполняю соединение. Все это я делаю именно через один челнок, то есть челнок, которым я работаю,
тем же я и выполняю соединение. Прежде чем затянуть, я обязательно подтягиваю, чтобы у меня не было никаких ножек, придерживаю работу прям 2 пальцами хорошенько, и все, у нас выполнено соединение. Далее мы плетем дугу по схеме 4 пико, 3 пико, 3 пико, 3 пико, 3 пико, 4. Плетем в начале первых 4 узла. После этого у нас идет декоративное пико, поэтому подкладываем шаблон. Конечно, если вы будете плести работу без пико, то вы сплетете ее гораздо быстрее, и также вам будет намного проще, потому что вам не нужно будет постоянно смотреть в схему. Далее, кстати, мы плетем 3 узла и снова декоративное пико. После этого я плету еще 3 узла. И пико делаю уже соединительное, то есть маленькое. Далее у нас опять 3 узла. И декоративное пико. Поэтому подкладываем шаблон. Далее еще 3 узла. И последнее декоративное пико в этой части дуги, потому что это все-таки одна дуга у нас, которая просто соединяется с центром. Доплетаем еще последних 4 узелка. И будем соединяться за центр. У нас там есть следующее пико, это у нас уже 3-е кольцо центральное. И вот как раз за это пико мы будем выполнять соединение. Следующая дуга у нас плетется по схеме 3 пико, 3 пико, 3 пико, 3 пико, 3 пико, 3. То есть у нас декоративные пико и пико соединительные будут все плестись через 3 узла. Это, в принципе, здесь легко запомнить, то есть не ошибетесь. Начинаем плетение с первых 3 узлов. Далее у нас идет первое пико декоративное. Плетем его вместе с шаблоном. Следующее пико у нас будет соединительное, поэтому через 3 узла мы делаем маленькое пико. Далее снова 3 узла. Декоративное пико. Три узла и соединительное пико. И 3 узла декоративное пико. После этого мы доплетаем последние 3 узла и будем соединять с 4-м кольцом посередине, то есть вот здесь вот, точнее, не с кольцом, а за пико вот этого кольца. Выполняем соединение. И следующая дуга у нас будет плестись по схеме 4 пико, 3 пико, 3 пико, 3 пико, 3 пико, 4. То есть она будет в зеркальном отражении, ну как в зеркальном, она будет точно такой же, как у нас и дуга под номером 2, точнее часть дуги под номером 2. Ну что же, приступаем. Плетем в начале первых 4 узла.
У нас идет в начале декоративное пико. После этого мы плетем 3 узла. Снова декоративное пико. После этого мы плетем еще 3 узла. И уже соединительное пико, маленькое. Далее 3 узла, декоративное пико. Я надеюсь, вы успеваете за мной. Снова 3 узла. И еще раз декоративное пико. Последнее, кстати. После этого мы должны доплести часть дуги до конца. Это еще 4 узла. И выполнить соединение за наше последнее колечко, за пико от колечка центрального. Это 5-е кольцо. Подтягиваем, обязательно смотрим, чтобы дуги не провисали. И плетем последнюю часть дуги по схеме 4 пико, 3 пико, 3 пико, 3 пико, 4. Начинаем плетение с первых 4 узлов. Здесь меняется только расположение декоративных пико, а так схема остается прежней. Первым у нас здесь пойдет именно декоративное пико, поэтому берем шаблон. Далее мы плетем 3 узла. После этого у нас идет обычное соединительное пико. Снова 3 узла. Декоративное пико. Еще 3 узла. И последнее у нас пико соединительное, маленькое. После этого мы доплетаем еще 4 узла. И можем соединяться, замыкать нашу дугу по кругу. То есть нам нужно будет оставить достаточно длинные хвостики для того, чтобы вплести их, точнее не вплести, а вшить их в нашу работу, чтобы замкнуть ее. Итак, у нас серединка и второй ряд уже будут готовы. Я уже показывать не буду, как я буду вшивать и прятать хвостики, потому что в принципе тут ничего не изменяется. Я показала вам на примере первого ряда. Поэтому вернусь к вам, когда мы начнем плести третий завершающий ряд. Хвостики я уже заправила, поэтому мы начинаем плетение последнего третьего ряда. И начинать мы будем с того, что свяжем 2 хвостика нити. У нас опять плетение будет с 2 челноками. Первое кольцо, которое мы сплетем, будет плестись по схеме 4 пико, 3 пико, 1 пико, 3 пико, 4. При этом не забываем, что нам нужно будет соединяться с нашим предыдущим мотивом. Поэтому начинаем вначале плести первых 4 узла, прячем хвостик. Снова опаляем. Первое пико, которое мы плетем, будет декоративным, поэтому подкладываем наш шаблон и плетем вместе с шаблоном. После этого мы плетем 3 узла. И берем нашу ранее сплетенную работу. Если мы внимательно посмотрим, у нас есть место, где есть 2 пико на дуге в самом низу. Вот здесь.
Поэтому мы начинаем проходиться вначале в одно пико с одной стороны. Выполняем соединение. Далее у нас один узел и еще раз соединяемся, но уже за пику от второй дуги. После этого мы плетем 3 узла. Далее у нас декоративное пико. И 4 узла. Колечко затягиваем. Итак, у нас получилось одно кольцо. Далее мы плетем второе колечко, которое у нас будет как бы основанием нашей сережки. Здесь я хвостик не заправляю, а начинаю плетение сразу тем же самым челноком и плету по схеме 3 пико, 2 пико, 2 пико, 2 пико, 2 пико, 3. Все пико у нас здесь декоративные, поэтому начинаем плетение с первых 3 узлов, а далее нам нужно сделать 5 декоративных пико через 2 узла. Первое пико сделали, 2 узла, снова пико, снова 2 узла, еще одно пико, всего их 5, напоминаю, и все декоративные, еще 2 узла, и снова пико. Это уже 4-е пико у нас. Еще 2 узла. И последнее декоративное пико. После этого шаблон откладываем и доплетаем 3 узла. Все, колечко можно затянуть. Итак, верхушка у нас готова. После этого мы начинаем плетение дуги. Челноки я здесь не меняю, потому что они у меня лежат уже правильно. И не забываем, что у нас там остался небольшой хвостик, который мы должны будем заправить в процессе работы. Пико, кстати, у нас будут все везде декоративными, поэтому, в принципе, здесь ошибиться будет достаточно сложно. Ну что же, начинаем плетение первой части дуги. Плестись она будет по схеме 4 пико, 3 пико, 3 пико, 3 пико, 4. Хвостик также заправляем, чтобы его не было видно. Плетем вначале 4 узла. В 2 узелка я спрятала хвостик. Все, теперь у нас его не будет он мешаться. Обязательно опаляю, чтобы он ни в коем случае у нас потом не вылез при носке. Так, 4. Дальше декоративное пико. Ну, как я уже сказала, у нас все пико будут декоративные, поэтому, я думаю, наверное, я не буду по несколько раз говорить. Далее 3 узла. Еще одно декоративное пико. Еще 3 узла. И еще одно пико. Всего, кстати, пико в этой части дуги будет 4. Три узла.
пико и доплетаем до конца. Еще 4 узелка у нас остается. И далее я покажу, где мы будем соединяться. Но важный момент: прежде чем мы выполняем соединение, мы обязательно хорошенько подтягиваем дугу. После этого мы выполняем соединение за пико, который у нас есть на дуге. Выполняем соединение. Может быть, немножко неудобно. Мне, по крайней мере, точно неудобно. Так, соединение выполняю одним челноком, тем же самым, что и плету всю дугу. Затянули. Далее следующий промежуток дуги у нас плетется 3 пико, 3 пико, 3 пико, 3. Начинаем плетение с первых 3 узлов. Далее декоративное пико. Шаблоном мы здесь прям очень активно поработаем. Снова 3 узла. Еще одно пико. Три узла. И последнее пико в этой части дуги. Доплетаем 3 узла и будем соединяться. Пико соединительное у нас сразу видно, поэтому аккуратно подводим нить и выполняем соединение. Далее мы соединяемся. Выполнили соединение, и следующая часть дуги у нас плетется по схеме 4 пико, 3 пико, 3 пико, 3 пико, 3 пико, 4. Начинаем плетение с первых 3 узлов. Далее у нас пико. Я покажу сейчас вам половину плетения дуг, то есть до середины вместе с вами сплету, а далее вы по аналогии оплетете до конца сережку. Далее мы плетем 3 узла, снова декоративное пико, еще 3 узла, всего вот здесь будет у нас 5 пико. 3 из них мы уже сплели. Через 3 узла они все плетутся. Так, еще 3 узла. Еще одно пико. Оно у нас уже 4-е. Еще 3 узла. И последнее декоративное пико, которое нам нужно сплести в этой части дуги. И доплетаем еще 4 узла. 3, 4. Дугу обязательно подтягивайте. И опять выполняем соединение за соединительное, простите за тавтологию, за соединительное пико. Нам осталось совсем немножко. Далее у нас следующая часть дуги, которая плетется по схеме 4 пико, 3 пико, 3 пико, 3 пико, 3 пико, 3 пико, 4. Начинаем плетение с первых 4 узлов. А далее нам нужно сплести 6 декоративных пико через 3 узла. Если в предыдущей дуге мы плели 5 декоративных пико, то здесь немножко схема изменилась и нужно сделать их 6. А так, в принципе, то же самое.
Первое пико сплетено, далее 3 узла. Второе пико. Еще 3 узла. Третье пико. Всего их 6. Я специально рассказываю максимально подробно для того, чтобы новички тоже могли работать по мастер-классу. Еще 3 узла. Дальше четвертое декоративное пико. Также 3 узла. Пятое декоративное пико. Я надеюсь, вы не устали от такой однообразной озвучки. И у нас остается последнее, шестое пико. Предыдущее, кстати, мы должны были 3 узла сплести, я не озвучила. После того, как сплели последнее шестое декоративное пико, мы плетем еще 4 узла и соединяемся. 3, 4. Дугу снова хорошенько подтянули. И выполняем соединение за пико, который у нас идет здесь следующим соединительным. Их все очень хорошо видно, то есть ошибиться вы, скорее всего, не ошибетесь. Ошибиться тут вообще очень сложно. Затянули, и у нас последняя дуга, которую я покажу вам в этом мастер-классе, потому что далее, в принципе, здесь все понятно. Вы по аналогии в зеркальном отражении сплетете вторую половинку сережки, точнее оплетете. Нам остается доплести последнюю часть дуги по схеме 3 пико, 3 пико, 3 пико, 3. Начинаем плетение с первых 3 узлов. Далее декоративное пико. 3 узла. Еще одно декоративное пико. Оно у нас второе, всего 3. Еще 3 узла. И последнее декоративное пико. Далее, после него мы доплетаем 3 узелка и будем выполнять соединение. У нас вот здесь еще одно соединительное пико осталось, вот за него как раз мы и выполним его. Аккуратно, кстати, подтянув обязательно дугу. Все. Далее я вам сейчас сбоку обязательно пропишу дуги, в каком порядке вы должны их плести далее. И работа будет завершена. Ну что же, вторая сережка у меня тоже полностью готова. Обе их я уже отгладила, отпарила. Сделала это я очень легко, просто положила между 2 слоями полотенцев и прошлась вместе с паром утюгом на максимальной мощности. Все, теперь нам осталось надеть швензы. Я сейчас достану самые обычные. Думаю, здесь, наверное, подошли бы какие-нибудь, может быть, и гвоздики, возможно, какие-нибудь и интересные швензы, но я решила взять самые обычные. У меня здесь вот такие крючки. Я чаще всего беру именно серебристую фурнитуру, мне она нравится, я как-то к ней больше прикипела. Надевать я буду очень просто, у нас здесь есть пико, за которое я буду цеплять. Но, конечно, в идеале было бы
сделать это не за пико, а за верхнее колечко. Я почему-то об этом не подумала изначально, и поэтому буду цеплять сейчас просто за пико. И просто зажимаю. Кстати, если добавить бусины на вот эту швензу, то есть вот спереди и сзади, то тогда сережка у вас с вероятностью примерно в 90% никуда не денется, даже если цеплять ее за пико. Поэтому на сегодня я заканчиваю свой мастер-класс. Я надеюсь, что вам понравилось это видео. И хочу вам пожелать всем новогоднего настроения, потому что сейчас до сих пор еще идут новогодние праздники. Всех также с Новым годом. Отдельно я не снимала в этом году никаких поздравлений, поэтому поздравлю здесь. С Новым годом вас, с наступившим 2022. А на сегодня я прощаюсь. До новых встреч. Пока-пока.